Проблема неконтролируемой миграции, копившаяся долгие годы в Великобритании, достигла критической точки. Тысячи нелегальных мигрантов, переправляющихся через Ла-Манш на лодках, появление обширных шариатских кварталов в городах, куда полиция боится заглядывать даже днем, и рост этнической преступности – все это в конечном итоге превратилось в грандиозную общественную проблему. И вот, похоже, мы наблюдаем последствия. Люди в социальных сетях отмечают, что нечто подобное может произойти и в России. Обо всем этом мы поговорим в нашем выпуске. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. На прошлой неделе в городе Саутпорт на северо-западе Англии произошла трагедия. Подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на танцевальную студию, где проходили занятия для детей. Итогом нападения стала гибель 3 детей и ранение нескольких полицейских, пытавшихся остановить преступника. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на официальное заявление полиции графства Мерсисайд. Инцидент произошел во время урока танцев, посвященного творчеству американской певицы Тейлор Свифт. Это мероприятие должно было стать радостным событием для детей и их родителей, но превратилось в настоящую трагедию. Английская полиция быстро задержала преступника, однако в прессу не были переданы никакие подробности о нем. Известно лишь, что нападавшему было 17 лет. Ввиду его несовершеннолетия, следствие не имеет права раскрывать дополнительные данные. Именно здесь британские власти совершили ошибку. Как правило, недостаток информации в подобных случаях порождает слухи и домыслы, что только усугубляет ситуацию. Эта история стара как мир, можно привести множество наглядных примеров для доказательства ее актуальности. Свежий случай – религиозные беспорядки в Австралии после покушения 16-летнего подростка на христианского епископа. Подобное произошло и с трагедией в Саутпорте. В социальных сетях стремительно распространилась информация о том, что нападавший был нелегальным мигрантом, который запросил убежище в Великобритании. Позднее полиция раскрыла, что подозреваемый – уроженец Кардиффа, столицы Уэльса, а его родители – иммигранты из Руанды, прибывшие в Великобританию еще до его рождения и давно адаптировавшиеся к жизни в английском обществе. Тысячи разгневанных британцев с флагами и лозунгами «Пришлые, вон из Англии» вышли на улицы городов, таких как Лондон, Ливерпуль, Бристоль, Белфаст, Лидс и Манчестер. Основу демонстрантов составляли члены крайне правой и агрессивной организации Английская лига защиты, а также футбольные фанаты. Их встретили полицейские кордоны. Начались ожесточенные схватки, в полицию летели камни, бутылки и петарды. Более 50 сотрудников полиции получили серьезные ранения, а сотни протестующих были задержаны. В ответ на происходящее мигранты также организовались в крупные группы, многие из которых были вооружены тесаками и мачете. Они двинулись навстречу протестующим, выкрикивая исламистские лозунги и утверждая «это наши улицы». Неожиданно к ним присоединились представители левых британских движений с плакатами «Мигранты здесь приветствуются». Власти предприняли экстренные меры, мобилизовав дополнительные 4000 полицейских для предотвращения прямых столкновений. Около 2000 офицеров были отозваны из отпусков по всей Англии и распределены по 4 новым подразделениям полицейской поддержки. Глава МВД Ивет Купер заявила, что полиция имеет право применять максимально жесткие меры против протестующих. Ситуация накалилась до предела. Протестующие громили витрины магазинов и выносили товары, поджигали автомобили и полицейские участки. Были предприняты попытки атак на мечети. Основное требование демонстрантов – ужесточение миграционной политики. Газета Daily Mail процитировала жительницу Саутпорта, где произошло убийство. «Мы говорим, хватит. Почему они не останавливают прибывающих мигрантов? Сколько еще детей погибнет из-за того, что их всех впускают? Они должны стоять на границе и останавливать их». Разворачивающийся хаос достиг такого уровня, что американский миллиардер Илон Маск предположил в своем сообщении в соцсетях, что в Британии неизбежна гражданская война. Несколько крупных британских медиа-обозревателей обвинили Кремль в причастности к национальным беспорядкам, охватившим крупные города страны на прошлой неделе. Согласно их утверждениям, Россия имела связь со столкновениями между ультраправыми британцами и правоохранителями. Первоначально обвинения стали звучать на Times Radio. Именно они первыми заявили, что Москва разворачивает слухи о Аль-Шакате, после чего все ведущие печатные и онлайн-издания Великобритании начали публиковать статьи на подобную тему.
Сотрудники Daily Mail даже провели собственное расследование, где в качестве доказательства указали на существование YouTube-канала Channel 3 Now, якобы ставшего источником слухов. Причастность к этому России объяснили наличием на канале любительских видео про автогонки в Ижевске 11-летней давности. Однако эксперты в области цифровых технологий признали, что первым постом об Аль-Шакате была публикация английской блогерши Бернадетт Споффорд, известной среди правых радикалов. Более ранних сообщений об этом мигранте-преступнике в сети не нашлось. А теперь давайте о том, что касается нас. Ранее на федеральных российских каналах единогласно осуждали политику мультикультурализма, проводимую в Евросоюзе. Прошли годы, и в России появился свой вариант мультикультурализма под названием многонационализм. Эта идеология предлагалась как нечто лучшее, чем европейская версия, потому что была нашей, импортозамещенной. Но последствия оказались теми же. Привлечение миллионов носителей иных культурных ценностей неизбежно вело к конфликтам с местным населением. На протяжении почти недели не стихают беспорядки в десятках городов Великобритании на фоне событий в Саутпорте. Местные жители требуют от властей решить проблему нелегальной миграции и параллельно атакуют мечети. Многие эксперты отмечают, что многонационализм, как и мультикультурализм, уже потерпел крах, и Россия явно идет к такому же финалу, который мы сейчас наблюдаем на Британских островах. Однако у нас еще есть шанс остановиться и переосмыслить происходящее. Например, прямо сейчас можно пересмотреть планы по строительству мечетей и исламских центров, которые вызывают негативные эмоции у местного коренного населения, отмечают наблюдатели. Однако действия идут в противоположном направлении. Примером может служить ситуация в Волгограде. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил разрешить демографическую проблему региона путем привлечения мигрантов, пусть приезжают и размножаются. И это не шутка, а реальный план представителя власти. Демографическая ситуация в Волгоградской области действительно острая. Журналисты, основываясь на данных Росстата и реакции президента России Владимира Путина, отмечают, что регион переживает демографическую катастрофу, характеризующуюся смертностью, превышающей рождаемость вдвое. На стратегической сессии по вопросам демографии Андрей Бочаров представил свой план. Он предложил привлекать в регион людей репродуктивного возраста. Его намерения в отношении мигрантов стали понятны из следующего заявления. Конечно, тех, кто уважает нашу историю и культуру, кто разделяет наши традиционные семейные ценности. Подобные требования к мигрантам неоднократно выдвигались и ранее. Сам Бочаров не скрывает, что хочет поддержать высококвалифицированных специалистов различных профессий, способных применить свои знания на нашей земле. Не менее спорным выглядит заявление губернатора о том, что опыт региона и рекомендации экспертов свидетельствуют о невозможности решить задачу увеличения рождаемости только за счет финансовых выплат. Но это утверждение также вызывает сомнения. Сахалин является удачным примером, там удалось переломить тенденцию и впервые в истории современной России повысить средний коэффициент рождаемости. Идея Бочарова о привлечении мигрантов в Волгоград для улучшения демографической ситуации вызвала множество гневных откликов в интернете. Сначала довели регион до такого состояния, что коренные жители либо бегут из него, либо не рожают, потом говорят, что надо завозить неприхотливых иностранных специалистов, которые будут не так требовательны к работе чиновников, отмечают люди в социальных сетях. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!